Добро пожаловать в новую версию BeamNG Drive 0.29, с вами Гирик тут, и я сейчас расскажу и покажу, что здесь нового. Погнали! Версия 0.29 действительно крупное обновление Skullha Base Gambler 500, чуть позже расскажу, что это такое. Здесь добавлено множество модификаций автомобилей просто трэшевых. И новая машина, новая карта и куча режимов, в том числе сбор мусор. Сейчас пройдемся поподробнее. И когда первый раз видишь эти машины, эти модификации машин, ты думаешь, what the fuck, да что это, черт возьми, они такое сделали? А ответ лежит на поверхности. И все максимально просто. Дело в том, что Gambler 500 это автомобильные американские трэш-ралли. Это двухдневное внедорожное соревнование по американским меркам на всяких корчах автохламе, и на доработку которого можно потратить не больше 500 баксов. И если что такое Gambler 500 мы разобрались, предлагаю познакомиться с каждой из этих машин и понять, что она из себя представляет. И первая машина это у нас жучок с ванной спереди. Зачем здесь ванна, я просто даже не хочу представлять, друзья. Но она, с нас проверить ездовые качества. Давайте посмотрим. Это а-ля внедорожник. Давайте здесь немножечко его испытаем. Так, ну... Рулится он не очень круто. Посмотрите, как здесь вынесена передняя часть. Да, давайте попробуем разогнаться. И, естественно, мне интересно, как поведет себя ванна. Напоминаю, что этот обзор, цель этого обзора вам просто показать новинки. То есть более детально мы будем разбираться в других сериях. Поэтому давайте просто найдем, куда мы можем врезаться. И посмотрим, что будет с этой ванной. Давай ванной, прям, ох, ребят, она не деформировалась, она просто улетела. Посмотрите, какая классная ванна, немножко ржавая, но залакировать и будет все в порядке. Давайте наберем посерьезнее скорость и найдем стену. Вернулся на трассу, чтобы испытать его на скорость, плюс врежемся сейчас в отбойник. И что я хочу сказать, сделана прикольная анимация выхлоп, то есть на выхлоп сделана вот такая вот, ну, висюлька, да, которая, ну, от выхлопных газов поднимается и опускается. Вы могли видеть такую на грузовиках. Опять же, здесь воздушное охлаждение, насколько я понимаю. Здесь есть, так, что здесь есть у нас крыльчатка. Ну, в общем, да, это все анимировано, все очень круто. И, ну, понятно, в шуточной форме ванна. Давайте попробуем сейчас заехать и приступим к обзору остальных наших, не менее, честно говоря, интересных моделей. Давайте врежемся в этот столб. Не будем врезаться, вот мы врежемся прямо в это ограждение. Возьмем угол. Ой, чуть-чуть не получилось все-таки врезаться в это. Давайте возьмем вот такой угол и прямо засадимся. Оу! Нет, действительно, ванна просто отлетает, она летит абы куда, а мы остаемся просто разбитой нашей машиной. Погнали дальше. И следующая машина не отличается хорошей управляемостью или привлекательным внешним видом. Она очень классная. И посмотрите, здесь дверь как бы и рада открыться, но здесь у нас есть значок Biohazard, и поэтому нельзя открыть. Все логично. Давайте хочу попробовать оторвать эту табличку, да, вот так вот просто резко дернуть. Так, пока не особо, подождите, здесь вот это вот есть, что ничего, да, ничего не делается, просто для красоты. Ну, понятно, что... Так, а если вот так сделать, посмотрите, есть ли что-то внутри? Да, ребят, здесь сделано все внутри, причем есть даже отверстие. Но открыть... Так, ну лопатку я достал, уже хорошо. А если я выйду с машины? Я все равно, да, не смогу. Да, давайте попробуем. Вот здесь, возможно, за это потянем. Да, давайте попробуем посильнее. Нет, все, не тянется, да? Подождите, ребятки. Так, сел я в машинку. Давайте попробуем вытянуть. Стоп, не так. Вот прямо зацеп... Мы это открыли. Нет, оно все равно не открывается. А если, подождите, если выдернуть? Так, ну, ручку мы выдернули. О, ребята, классно! Классно, посмотрите. В общем-то, да, машина действительно медленная. Машина не отличается каким-то ездовым качеством. Но чисто по фану классно, при этом ее классно брать на выставки, на всякие выезды, потому что, ну, унитаз сразу уже как... Итак, и следующий у нас шестиколесник. Смотрите, по скорости он более-менее быстрый, то есть уже можно на нем что-то интересное мутить. Салон мы все прекрасно знаем, так же, как и с какой машины это взято, поэтому, друзья, вот это действительно классная, интересная, свежая модель для игры BeamNG Drive. Давайте прям столб прошел просто мимо нее, но ничего страшного. В общем, интересная модель. Рекомендую.
И вот этот попелац оставим на потом, он очень интересный, особенно вот здесь дифференциал сделан, круто. Давайте пока я вам покажу вот это, да, это новая машина, давайте сразу покажу, это новая машина, которая добавлена в игру впервые. То есть если до этого были все модификации, то это именно новая модель. Давайте, сейчас у меня прогружается, много модов стоит, поэтому приходится ждать. А, нет, не поэтому. И еще потому что... Вот, смотрите, ребятки, это полностью новая машина, здесь много разных моделей, мы тоже отдельно сделаем про нее выпуск, попробуем все, посмотрим, с чем это можно кушать, но сейчас нам интересует Гамблер 500, поэтому давайте заменяем текущую, хоть мы и на ней, и посмотрим вообще, что она из себя представляет. Также добавились новые режимы, я вам их покажу чуть позже. Так, давайте мы сейчас сделаем. Вот, ребят, выглядит так салон. Напишите в комментариях, какая копия. То есть, эта машина копия какой машины в реальной жизни. Я думаю, что эту машину вам не составит никакого труда назвать. Ребятки, едем. Едем. Классная машина, яркая, прикольная. Можно ездить по бездорожью. Также я вам покажу новую карту и новые режимы, которые здесь сделаны. Давайте ее сейчас куда-нибудь фаршмачим, друзья. В общем, вот еще одна новая машина. Так, прежде чем я вам покажу эту, есть вот еще новая модель, куда присобачили. Кузов, кстати, открывается. Более длинный кузов, тоже шестиколесник. Очень интересно, особенно на испытаниях. Ничего здесь особенного нет, на что можно там прям обратить внимание. И предлагаю перейти вот к этой машине. Ну и встречайте, как мне кажется, самая дичайшая машина, потому что у нее сзади просто одно огромное колесо. Кто до этого додумался, я просто не представляю, да, то есть смотрите, у нас есть здесь двигатель, амортизаторы на такой массивной раме и дифференциал, который, посмотрите, как работает. Он передает все усилие на это колесо, причем здесь есть прицепное, то есть к этой фигне здоровой еще можно прицепить какое-либо прицепное устройство. Но не в этом суть. Суть в том, что оно максимально неуправляемая. То есть, если вам казалось, что вот та машина с унитазом, она неуправляемая, то вы просто ошибались. Вы просто посмотрите на ней даже невозможно что-либо сделать, куда-либо повернуть, она сразу клонится. Причем я вам скажу больше. С этой машиной есть испытания по бездорожью. Вы просто представляете, какое мясо будет твориться. Мы сейчас, наверное, прямо туда и перейдем. Также в игру добавлены новые классные режимы, да, то есть связанные с Гамблер 500. Здесь вот, например, нужно на нашем минивенчике перевести вещи, чтобы они не упали. Вот здесь, например, на нашей машине, которую я только что показывал, нужно проехать по бездорожью. В общем, очень много крутых режимов, при этом еще добавилась карьера. Давайте запустим наше испытание. Я вам сейчас покажу, как эта машина вообще ведет себя на испытаниях и насколько сложно ей это дается. Вот такая стартовая заставка нашего испытания. Мы нажимаем старт, и мы готовы валить на нашей машине по бездорожью. То есть нам нужно побить время, и вы просто посмотрите, как на ней нереально. В общем, я рекомендую каждому скачать и просто попробовать эту новую версию. Это просто разрыв шаблонов. Бимка никогда не была такой веселой, честно говоря. Вот, например, колесо у меня уже сдулось. А вот, например, миссия с доставкой вещей. Нужно также доехать до определенного места, не потерять вещи. Кажется, что это легко, но на самом деле нет. Потому что посмотрите, какое здесь... Во-первых, пески, во-вторых, кочки. И вы просто посмотрите, даже ехав с небольшой скоростью, да, все это очень сильно колышется. Например, холодильнику уже стало плохо, 100%. Также порадовала реализация нового режима сбора мусора. Вы посмотрите, как этот мусор собирается. Сам режим достаточно спорный, я не знаю... Да-да-да, вот он начался, смотрите. Достаточно спорный, я не знаю, будет ли кто-то здесь ездить собирать мусор, но сама задумка и реализация очень интересна. То есть нам нужно съездить и пособирать весь мусор, также очень круто. Итак, мои дорогие друзья, вроде бы касательно обновы все показал, все рассказал. Буду еще играть, изучать, и, возможно, будет еще один видос, уже более подробный по поводу обновы, потому что обнова новая, и, возможно, чего-то еще мы не знаем. Поэтому, друзьяшечки, спасибо за ваши просмотры. Напишите, если я что-то упустил. Всех обнял. Пока.